Так, сегодня у нас 17 декабря, среда, сезон заканчивается. Ну, надо остатки сезона успеть подхватить. Температура сейчас 2-3 градуса, были отрицательная температура. Вон видно, я надеюсь, видно лед на пруду, размывают его. Значит, температура воды должна быть ближе к нулю уже, там, к 2-3-4 градусам. Забыл сказать, время 10 утра. Рыба должна быть вся на дне, должно поклевывать, но что-то после запуска поклевок нету. И у мужика был сход, он говорит, сверху. Видимо, после запуска она сверху погуляла, потом опустилась вниз. Я думаю, все равно рыбу надо искать снизу, поэтому сегодня попробуем потестировать донные темы. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а вам приятного просмотра. Так как я сказал, у нас рыбы, скорее всего, на дне. Будут работать, скорее всего, донные темы. Поэтому давайте что-нибудь донного и попробуем. Хочется мне половить на цикады. Вот, в частности, ливорм. Давайте попробуем его. Начнем с проводки такой типа джиговой ступеньки с подрывами достаточно резкими. Теперь попробуем равномерку. На равномерку тихо. Сейчас попробуем проводку с потяжками. Более плавную, не такую джиговую. На всякий случай проверим пелагики рыбы на поверхности. Спиннинг вверх. И проводка средней активности. Почему спиннинг вверх? Потому что ливорм достаточно тяжелая приманка. На медленной скорости она точно провалится. Пробуем что-то типа полводы. Вот здесь какой-то контакт был. Так как контакт был в полводы, пытаемся повторить. Чуть заглубляем. Пошли. Вот тут, конечно, мне бы обратить внимание, на что были контакты, и упереться в сигналы в пол воды и в цвет приманки. Но не получив повторения контакта, я пошел в другие цвета, в другие типы, стал ходить вверх-вниз. Хотелось попробовать другие приманки, но вот напробовался, потерял, по сути, время. Больше контактов нет. Меняем приманку на другую. Что нам попробовать? Давайте попробуем сразу спокойные цвета. Более натуральные. Волкианом. Здесь, по-моему, около 4 граммов. На память не уверен. Достаточно массивная приманка. Поэтому в полводы она должна идти. Тоже цикада. Сначала задерживаю спиннинг вверх, чтобы пройти достаточно высоко. Пробуем вдоль дна. Сначала равномерку. Не забываем контролировать дно. Пробуем джиговый стиль проводки с паузами. Волкианом пусто, ливорм пусто. Есть такое мнение, что когда не клюет на блесна, вот пока я нахожусь на водоеме, поимок пока не было, что хорошо работают
всевозможные стики. То есть те, у кого прям ярко-ярко-ярко выраженные роллинговые колебания. Стик — это очень роллинговая приманка. Давайте попробуем стиковую тему. Что-то яркое для начала, потом темное. Две крайности проверим. Начнем с розового цвета. Это дрифт спин. 2,5 грамма в частности. Начнем сверху. Нам для начала нужен контакт с рыбой, чтобы понять горизонт. Уже после контакта с рыбой будем подбирать приманку, которая ей нравится. Сверху ничего. Проверяем дно. Так, на розовый тихо. Пробуем темную тему. Минут за 20, пока я здесь нахожусь. Одна поимка. Такой себе. Такой цвет пилится. Ищем рыбу. Начну опять сверху. Сверху ничего. Проверяем дно. Ну, пока теория о том, что не работают, когда блесна работают стики, теория не сработала. Еще попробуем донную тему. Шанрайд. Он должен скакать вот так по поверхности. Вот так, с стороны в сторону. Вверх и в сторону. Проверим. Начнем с мелкого волочения. Это небольшая такая скорость с легкими подергиваниями, типа мормышинга. Вторую проводочку попробуем без подергивания, просто волочение по дну. Не быстрое. Возможно, рыбу пугают лишние движения. Теперь попробуем повыше подбросы. Не такие мелкие, дребезжащие, а перешагивания такие. Так, контактов с рыбой нету, поэтому поигрались и хватит. Уходим со всех этих необычных штук на блесна. Попробую Софию 1.6 в белом цвете. Почему белый? Хоть и вряд ли на яркое что-то будет, но какой-то контакт, что-то я чувствовал, пол воды на ливорм светлый. Попробуем. Если кто-то не видел, табличка с рекомендованными скоростями проводки и глубинами для Норрис. Ну, в частности, видно, что София — это средние глубины. Ну, София 1.6. Начинаем, как всегда, сверху. Попробуем дно. Пробую полводы на счет 7. Без контроля дна. Контактов нет. Давайте попробуем бананы. Тонущие бананы, мукай, бэкстроук. Топим его на дно. Тонут они хорошо. И пробуем медленную проводку. Как мы видели на видео, играет банан. Вот пытаемся представить, что он также змейкой движется на глубине. Контактов нет. Попробуем полводы.
Воблер тонул на 8 счет. Сейчас я его на 4 заглубил. На этот мукай тихо. Попробуем секретное оружие. Воблеры, в частности мока. Клев совсем плохой, поэтому в таком темном цвете. Тонущий воблер с неяркими, невыраженными колебаниями. Спокойно очень. Посмотрим на реакцию рыбы. Начнем сверху, не ожидая заглубления. Спиннинг вверх, медленная подмотка. Попробуем заглубить воблер, условно до середины. И проводка полводы. Ноль эмоций, кило презрения. Так. Давайте попробуем Тимон Роми, светонакопительный в весе 2,5 грамма, 2,4. Начнем со дна. Заглубляем блесну. Неспешная проводочка. Контроль дна. Пробуем условную полводы. Заглубил на 4. Неспешная скорость проводки. Крайняя проводка поверху. Вес 2,4, чтобы его удерживать наверху. Скорость вращения нужна достаточно активная. Итого прошел где-то час. Контактов 0. Ни на какой глубине, пока ни на какой цвет. Есть подозрение, что все дело, где он, вот он, в аэраторе. Вполне возможно, что рыба сбилась под его выхлоп, а под него забросить невозможно, он бьет в берег со льдом. Вполне возможно, рыба там. Сейчас попробую попросить администрацию выключить аэратор. Может быть, рыба выйдет оттуда. В первой части видео мы с вами достаточно подробно разобрали несколько приманок. А мне надо ускоряться, чтобы вместить 6 часов видео в 40-50 минут. Дальше события развивались так. Мне удалось сместиться вправо, под кромку льда, ближе к аэратору, и пробросать ту зону. Там было несколько контактов в полводы, но поимок не было. Контакт был. Контакт был полводы. Вообще в полводы, наверное, самая тяжелая ловля. Потому что есть всегда риск либо выдернуть блесну на поверхность, либо наоборот вести слишком медленно, слишком большой вес, так что она провалится полностью на дно. Вот поэтому я после поклевки проверил, что это было. Вдруг зацеп дна. И вычислил, что блесна падала на 4 после поклевки. Значит, это все-таки был не зацеп. И я шел в середине пруда. На темные цвета нет никакой реакции вообще. На светлые, яркие, но хоть какие-то контакты идут. Золото тихо, попробуем на белой подложке. Микропотяжечка была. Время стало
собираться к часу дня и, воспользовавшись возможностью и утеплившись, перешел в сторону пруда, ближе к сетке и переходному мостику. Ну, смотрите, что получилось. Поклевка была. Так, продолжаем искать. Попробуем вот такое. Какой-то контакт был. Такое ощущение, что начался выход рыбы. Не-не, это вы... Да. Сошла, видимо, вы дернули её. И все. Запутался за стоячку и сход. Вот еще одна рыбка. Рыба идет явно. За приманкой только что была поклевка. Сейчас мы проверим, не разогнулся ли крючок. Нет, с крючком все в порядке. Пробуем еще. Еще контакт с рыбой. Пошли хоть какие-то контакты по воде. Время у нас 2-й час дня. Где-то 1:30. То ли я подобрал блесну, то ли еще контакт был. А рыба немножко активизировалась. То ли я перешел в другое место пруда, и здесь повеселее. Ну, правда, на выход это не сильно похоже, потому что поимок по пруду нет. Соседка забагрила рыбу. Пробую чуть приподнять спиннинг и замедлить скорость. Контакт. Нет, возвращаемся к предыдущей скорости и глубине. Еще контакты были, но без продолжения. Так, попробуем эту блесну отложить в ротацию. На нее хоть что-то есть. Попробуем розовый дрифт-спин. Вот, шла долго, тыкала стик, если точнее, это дрифт-спин розового цвета. В конце концов присела.
Спасибо, да. Взяла наконец-то розовый дрифтспин. Время около 2 уже. Ничего не хочет брать. Особенно темные цвета вообще игнорируются. На яркие. Взяла стик. Так, ну что. Первая взяла около 2 часов дня. Долго шла, тыкала розовый дрифтспин. Ну, это типа стика такого. Ну и доела в конце. На блесна тоже видели, да, предыдущего покатал и зацепился с соседом, сошла. На блесна контакты вроде как есть, но не добирает. Собственно, поэтому я и поставил стик, разновидность стика. Там практически колебаний нет, он вращается вокруг своей оси, и проводка легко делает поверху. Ну, собственно говоря, попробуем повторить. Вообще можно попробовать еще микроблесна, типа 1 грамм, ну или 1,6. Что-то совсем мелко колеблющееся. Пока попробуем повторить на дрифтспина. Поклевки, что интересно, сверху идут. Ну, от сверху до полводы. Хотя по температуре рыбы должны быть на дне. Еще поклевки. Розовый цвет ее явно интересует. Все, села. Это уже покрупнее. Приманка все та же. Розовый дрифтспин. Так, продолжаем с дрифтспином. Дрифтспин планирует, как и любой стик. Глубина у него обычно сантиметров 20-30. Ну, по крайней мере, при такой проводке с горизонтальным шнуром. Хорошо делать паузы. При этом стик начинает уходить по диагонали в сторону. Вот контакт еще. Еще контакт. Оп, еще рыба. Сошла. Еще удары прям подряд идут. Рыба ходит поверху. Вот пойми ее. Температуру около нуля, а рыба поверху. Контакты идут прям подряд.
контакт. Оп, сел. Нет, сошла. На паузе. Паузе, опять на паузе. Попробуем розовую блесну. Айсфейк опять. Контакты на нее были. Посадка была. Но реализовать не получилось. Зацеп с соседом. Проводку сверху. Розовый айсфейк. Ну, вы видели положение спиннинга, скорость подмотки. И надеюсь, увидим и результат. Форель крупная. Настоящий лосось. Такая рыбейка. Айсфейк еще во рту. Розовый цвет сегодня сделал всю игру. Весу здесь около 2 килограмм. Так, время у нас 4 часа. Поймано 3 штучки. Одна забагренная, слава богу, сошла. Контакты с рыбой прекратились. Нигде больше нет зацепов ни на дне, ни сверху, ни в середине. Тишина. На улице темнеет. Пора собираться. 3 штучки. Отличный результат. Одна из них такой хороший кабанчик. Вот сегодня что у нас работало? Сегодня работал розовый цвет. Айсфейк розового цвета, более насыщенный. И дрифтспин светло-розового цвета. Вот сегодняшняя рыбалка была такой. Тяжелая была рыбалка. С пруда очень многие ушли пустые. Вот вам и вип за килограмм. Я провел здесь время с 10 вот до 4. И была полная тишина, я не мог найти ни контакта, ничего с рыбой. Только с часу где-то до 2 было вот 3 поимки. И все, и тишина. Вот такие вот бывают рыбалки. Все, всем пока. Увидимся на водоемах.